Литовские конные рейды. Набеги на русские княжества с запада. Традиционно в России принято несколько свысока относиться к военной мощи балтийских народов. Дескать, ни численности у них нет, ни сил и мощного оружия. Однако это глубокое заблуждение. Балтийские народы, а особенно литовцы, не только успешно отбивали от себя атаки Тевтонского ордена, русских князей и монголов, но даже несколько раз осаждали Москву. Литовцы сохранили не только архаичный, максимально близкий к индоевропейскому язык, но и почти религиозное отношение к лошадке, память об индоевропейских кочевьях в степях Евразии. Поэтому основой литовской армии была легкая конница и виртуозные всадники. Не имея избытка железа высокого качества, для стальной рыцарской конницы их легкая кавалерия пользовалась своими изобретениями, метательными копьями и палицами, которые не жалко было потерять в бою. Германские хроники пишут о набегах восточных язычников на города Европы, причем вышедшие на их поимку рыцари несут тяжелые потери от варваров в кожаных доспехах, которые засыпают медлительных рыцарей ливнем из копий и палиц, а пока те успевают набрать темп, быстрая конница литовцев уже уходит из боя. По этой причине литовцы мало восприняли восточные луки или западные арбалеты, верхом их принять было сложно, а собственный арсенал был не менее эффективным. Эти традиции литовцы сохранят и уже в позднее время, обучившись копейному конному бою в рыцарском стиле. После монгольского нашествия большие и малые литовские отряды наводнили земли Руси. По словам посла римского престола Джованни дель Плано Карпини, который посетил Русь в 1246 году. Угроза распрощаться с жизнью от литовского меча на просторах Руси в то время была более чем реальна. Мы ехали постоянно в смертельной опасности из-за литовцев, которые часто и тайно, насколько могли, делали набеги на землю Руси. Можно, конечно, обвинять литовцев в том, что они воспользовались бедой соседа, однако и русские князья неоднократно ходили в походы на Литву, не оглядываясь на то, что их уже недавно посещали рыцари-ордена или датские мореходы. В 1245 году дружины нескольких литовских князей прорвались в новгородские земли и принялись разорять окрестности Торжка и Бежецкого верха. Вышедший им навстречу из Торжка князь Ярослав Владимирович, родом из смоленских князей, был разбит, и бешася с ними, и отъеша у новоторжцев кони, и самих беша, и поедоша с полоном проче. Но на этом дело не закончилось. На помощь Торжку спешили воеводы великого князя Владимирского, Евит и Кёрбет, с собой они вели дружины тверичей и дмитровцев. Соединившись с князем Ярославом и его новоторжцами, русские воеводы бросились в погоню за Литвой. Русская рать догнала литовские дружины уже в смоленских землях у города Торопец. Под его стенами литовцы были разбиты. Но поражение не было полным, литовские князья со своими дружинами вбежали в Торопец. Город, очевидно, имел кое-какие укрепления, и сразу его штурмовать русские воеводы не решились. Ситуацию разрешил Александр Невский. За утро приспели Александр с новгородцы, и, как видим, не один, а с новгородской ратью. Немедля Александр Ярославич повел русские дружины в атаку, ворвавшись в Торопец литовцев, безжалостно вырезали, включая их 8 князей, но части языческой рати удалось бежать. После этого новгородцы, считая свой долг выполненным, ушли восвояси. Александр, проводив их вероятно презрительным взглядом, продолжил кампанию. В летописи ничего не говорится об отходе других русских дружин, новоторжцев, тверичей, дмитровцев, скорее всего они и составили, по выражению летописца, двор Александра Невского, с которым он бросился в погоню за Литвой, а князь Паганися по них с своим двором. В 1274 году Тройден вместе с Городинской дружиной напал на Драгичин-Надбужский, принадлежавший Галицко-Волынскому князю Льву Даниловичу, захватил город и из Беши, Вся и Мала и до Велика. Нападение городенцев вызвало жестокую месть князя Льва Даниловича. В его конфликт с Тройденом были втянуты почти все соседние княжества. Галицкий князь обратился за помощью к татарскому князю Мингутимеру, прося себе помочи у него на Литву.
Дав Льву войско во главе с воеводой Егорчином, Мингутимер одновременно заставил идти на Литву зависимых от него Брянского и Смоленского князей. К этому союзу присоединились Пинская и Туровская дружины. Русско-татарский поход 1274 года был тяжелым ударом для Гродно, но он не достиг, и город взять не удалось. Позднее набеги приобретают системный характер и завершаются уже присоединением земель к Литве, особенно во времена князя Гедиминоса, взявшего Киев. Его преемник, Альгерд, совершил сразу несколько удачных набегов на русские земли и дважды осаждал Москву, хотя и не взяв город, но угнав множество населения и скота в Литву. В 1386 году литовские войска под командованием князей Скиргайла, Карибута, Лугвения и Витовта, разбив князя Святослава Ивановича в битве на реке Вихре, поставили Смоленск в вассальную зависимость от Литвы. Все это заложило фундамент для нескольких десятков русско-литовских войн, которые в более позднее время будут разорять Беларусь, Украину, Россию и Литву и закончатся разделом Речи Посполитой и формальной победой России. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.